Не поверите, в Одессе действительно предновогодняя погода. Посмотрите, идет первый одесский снег. Уже в других областях выпал гораздо сильнее, но у нас он только начинается. И хочу сказать, что появляется сразу какое-то действительно новогоднее и такое волшебное настроение. Смотрите, какая в Одессе просто настоящая метель. И кажется, у нас в Украине сегодня в Хурделило. Очень красивые снежинки и такое ощущение, что ты просто в какой-то сказке. В Одессе в последние годы снег идет очень и очень редко, поэтому сегодня одесситы могут понаслаждаться реально зимой такой, какой она должна быть. Сегодня 27 декабря 2025 года и всем привет из Одессы. Если вы думаете, что в городе сейчас красиво, как вчера все заснежено, то вы ошибаетесь. Одесса — южный город, снег у нас продержался недолго, а сейчас осталась сплошная только грязь. Достаточно новое заведение «Фрага» называется в Одессе. Посмотрите, как его украсили. Уже просто произведение искусства. Мне кажется, один из самых красиво украшенных фасадов в городе. Такого точно больше нигде нету. Приехала на улицу Пушкинскую, это старое название. Сейчас Пушкинскую переименовали, и она называется улица Итальянская. Кстати, когда-то, много лет назад, она уже была итальянской, поэтому можно считать, что ей вернули старое название. Сегодня в Одессе как-то достаточно пусто, и такое впечатление, что все уже понемногу разъезжаются праздновать куда-то новогодние праздники. Мне кажется, у кого есть возможность, все стараются сейчас уехать за границу или куда-то в другие регионы Украины, в которых поспокойнее, в которых есть электроэнергия, потому что люди хотят отпраздновать Новый год хотя бы со светом. Многие из моих знакомых сейчас уезжают, вот. Ну а кто-то все же остается, потому что, понятное дело, не у всех есть возможность. Такой фасад-контраст, видите? Зима, елка и мороженое. Но прикольно. Многие часто обращают внимание в Одессе на фасады и на двери. Посмотрите, какая интересная дверь, уверена, ей очень-очень много лет. И здесь какие-то символы есть, но я, к сожалению, не знаю, что они обозначают. Когда приезжаю на Пушкинскую, то здесь очень многие фасады напоминают о том, что война. Красивое здание, исторические здания, но, к сожалению, видите, везде фанера. И именно она напоминает о том, что нас все время атакуют. Видите, везде уже лужи, снег растаял. У нас вчера выпал снег, и в городе начался просто транспортный коллапс, потому что многие водители не сменили летнюю резину на зимнюю. Поэтому образовались пробки и были даже аварии. В Одессе редко снег выпадает, поэтому все думали, что пронесет, но, к сожалению, такая ситуация возникла. Смотрите, как-то устрашающе выглядит это здание с этой фанерой. Ну, наверное, уже окна у него будут вставлять, когда все это закончится, потому что так часто обстрелы, что, возможно, даже пока нету смысла этого делать. Очень люблю музей западного и восточного искусства из-за вот этого эркера. Уже каждый раз, я не знаю, уже миллионы раз здесь проходила, и все время хочется полюбоваться, настолько он красивый. Представляете, это когда-то все своими ручками люди создавали. 4 дня осталось до Нового года, но скажу вам честно, и у меня, и у многих жителей Одессы настроение совсем не новогоднее и не праздничное. Мы еще даже не купили елку, мы не знаем, покупать ее или нет, потому что всегда хочется, чтобы на елке горели гирлянды, но настолько часто отключают электроэнергию из-за практически каждодневных атак, что не видишь смысла вообще, будут гореть эти гирлянды и не будут гореть эти гирлянды. И понятно, когда каждый день тревоги, много бессонных ночей, война не заканчивается, какое там у людей настроение. Хотя есть оптимисты, которые празднуют Новый год с размахом. Ну, каждый относится ко всему по-разному. А вон, слышу, уже
работу генераторов. Только сказала, что свет есть, но на параллельной улице его нету. Хочу сказать, что многие из моих знакомых в этом году даже не собираются праздновать Новый год и тоже не ставят елку. Как-то всеобщее, знаете, такое не самое лучшее настроение из-за того, что происходит. Люди, конечно же, устали. Хочу вам сказать, у меня вчера света не было часов 10, наверное. И если летом это было бы классно, солнечно, тепло, то настроение было бы получше. Можно чем-то больше промежуток времени заниматься. То когда это зимой, и ты приезжаешь раньше домой, это постоянная темнота, еще если тепло отключают. Есть, конечно, приспособления, которые могут помочь зарядить телефон, немножко, чтобы лампочка погорела, например, экофло. Но все равно, знаете, это не то. Поэтому как-то в этом году окончание года достаточно странное. Смотрите, что я нашла. Я нашла остатки зимней роскоши. Вот нарисую для вас сердечко, потому что не знаю, в этом году еще будет снег или нет. Чуть меньше года назад Бристоль очень сильно пострадал от обстрела. И я давно сюда не приезжала. И так приятно видеть, что его быстро восстановили. И сейчас к праздникам безумно красиво украсили. Я вижу эту витрину. И сейчас мы с вами подойдем. Вам ближе ее покажу. Если посмотреть мое прошлогоднее видео, то здесь все было разбито. А сейчас, вау, как красиво. Вот смотришь на что-то прекрасное, да, немного настроение улучшается. Появляются хоть какие-то праздничные нотки. А в целом, конечно, украинцам в этом году досталось. Сегодня в Одессе было тихо, но Киев был очень сильно атакован, и сейчас там многие остаются без тепла и воды. Показываю вам такие прелести и рассказываю об ужасах, что происходит. Ну, извините. Просто, когда утром просыпаешься, заходишь в новости, то потом целый день только об этом и думаешь. Вау! Очень быстро все отреставрировали. Возможно, еще здесь нужно что-то будет доделать. Это только фасад. Но отель работает, как работал до атаки. Лошадка. Кто не знает, в этом году год лошади, поэтому такое украшение. Ой, мне кажется, в этом году большинство украинцев Новый год, новогоднюю ночь загадает главное. Это, конечно, чтобы все были здоровы, и чтобы наконец-то в нашу страну пришел мир, и мы начали жить нормальной жизнью. Потому что так как мы живем, это, мы в постоянном стрессе. Организм, конечно, в шоке, потому что недосыпание, нервы, перепуги из-за всего. У меня сегодня, знаете, такое видео немного не позитивное снова, потому что как-то все расстроены. Еще немного зимней роскоши, правда грязной, это снег. Пришла, кстати, не знала, оказывается, городские власти обязывают всех учреждениям, заведениям убирать, когда идет снег, на ступеньках, на лестницах, на тротуарах, чтобы когда этот снег потаивал и подмерзал, не образовывался гололед, и люди не ломали себе ноги. А кто этого не делает, тому грозит штраф, по-моему, от 300 до 1500 гривен, что-то такое. Поэтому, ну, кстати, это хорошее правило, потому что нужно чистить, а то люди заходят в магазины и там скользко, и на ступеньках падают, ломают себе ноги. Вот, поэтому, если вы не знаете, то запоминайте такую информацию. Одесский контраст. С одной стороны, напротив играет рождественская музыка, а с другой стороны работает генератор. Так и живем. Пожалуй, снеговиков в Одессе можно сейчас увидеть только таких искусственных. Зато посмотрите, какой милый. Смотрите, Казкова почта для детей. А может и для взрослых. Я Марию Про. Можно написать.
Так, смотрите. Ну вот, посмотрел на такого снеговика и улыбнулся. Он, по-моему, да, он сделан из пенопласта, но, кстати, очень классно. Похож на реального. Ну вот, благодаря таким заведениям и хочется улыбаться. Ужас еще этих генераторов в том, что они не только шумят, но еще выхлоп, как автомобиля. Просто невозможно идти и дышать по улице, потому что очень сильный едкий запах. Вот так сегодня живет Одесса. Все суетятся, занимаются своими делами, кто-то отдыхает. Несмотря ни на что, наверное, нужно искать или создавать это новогоднее праздничное настроение. Давайте друг друга поддерживать теплыми словами, вызывать у друг друга улыбки, чтобы перед праздниками на душе было теплее. До встречи в следующем видео из Одессы. Будьте нам здоровы. Пока-пока.